Всем привет! Добро пожаловать на мой канал, и сегодня у меня новый лайф-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной, приятного вам просмотра. Сегодня мне также предстоит уборка, пока еще на кухне. В прошлом видео я все-таки перемыла всю бытовую технику, и теперь осталось немножко прибраться в шкафчиках. Кое-что переставить, так как в прошлом видео один из шкафчиков я освободила. Потом перейду к себе в комнату. Ну а сейчас позавтракаю. Как всегда, каша и кофе. Вчера, когда я закончила один влог, я там, конечно, у меня было много всего наставлено, сушились всякие, комплектующие к разным там кухонным гаджетам, но я так не легла спать. Я, естественно, все положила на места, все вытерла, потому что я люблю, чтобы кухня была в нормальном виде утром. Я уже разобралась в двух шкафчиках, переложила то, что вот в этом было, положила вниз, ну и немножечко вообще все распределила. Сейчас займусь плитой, но уже, понятное дело, и здесь помою. Вот, ну и в этот ящик, да, не смотрите, что тут на полу мусор, но натрясла, потому что уже как бы тут столько вчера разгребла, а сегодня буду моющим пылесосом убирать. В общем, в этот ящик сложила некоторые небольшие сковородки, потому что здесь было много напихано. Тут, в принципе, меня устраивает все, как лежит, но я сейчас посмотрю, нужно протереть будет. Этот шкафчик тоже постоянно используется, поэтому я просто все вытащу, протру и нормально, потому что здесь термос, я его каждый раз беру. Там тоже все нужно, единственное, тарелки, возможно, чуть позже перекочуют в другое место. Да, у меня, честно говоря, воспалились суставы и... Короче, я сегодня разбила блюдце от своей чашки, вот, из которой я пью кофе. Придется на Авито где-то заказывать. Но, знаете, я все равно отношусь к этому, к счастью. Разбилась и разбилась. Да, это как бы чашка была дорогая, но с другой стороны мы живем, чтобы все-таки этой посудой пользоваться, а не то, чтобы покупать и на нее любоваться. Контейнеры для соды и соли я... буду сейчас мыть. Я переложила в стаканчики все содержимое. Сейчас помою, посушу. Пока все это будет сохнуть, я разберусь в других шкафчиках. И мне нужно будет еще пойти в Фикс Прайс, купить антижир, который у меня закончился, потому что дальше нужно еще одну мультиварку помыть. Я в прошлом влоге говорила. Ну и, соответственно, забрать еще заказ в Читай-городе. Ну вот за это время все и просохнет. Тут уже начала уборку. Гречка у меня закончилась, контейнер я помыла, вот, рис еще, как видите, есть, но я переложила в контейнер из-под гречки, там, где был рис, положила вот в раковину, буду мыть. Тут еще набрались контейнеры, поэтому я все-таки решила сначала куплю антижир, потом все это отмою. Здесь никакого жира нет, но просто с этим средством отмывается все гораздо лучше. Когда все уберу, буду уже икеевскую зелень мыть, потому что на нее набрызгала. Эти контейнеры у меня вот здесь вот стоят, потому что вот это на завтрак, а это на ужин я готовлю. Иногда рис, иногда гречку. Макароны у меня вот там наверху. И те крупы, которые я не часто использую, но я никогда не делаю больших запасов, мне это не нужно. Тут вот вермишелька на суп. Я, честно говоря, сначала думала, что эту полку придется красить, но нет, все отмылось, все нормально. Просто мед, там пара капель попала, нехорошо. Потом нужно вот эту помыть, видите, дно какое. В общем, решила... не откладывать надолго. Сейчас соберусь, накрашусь, оденусь и пойду забирать свой заказ, куплю антижир, приду и уже доделаю, что собиралась, потому что вот помою контейнеры и как раз таки плиту помою, духовку, и дальше
Ну, скорее всего, здесь я помою сразу полы, потому что уже грязные. У меня моющий пылесос тут стоит в собранном виде. И потом уже перейду в свою комнату. Там буду убираться. Постирала куртку вчера, она уже, по счастью, высохла, что не может не радовать. Сейчас белье соберу, разложу. Елку здесь нарядили. Впервые за несколько лет по-другому, а то вечно украшали какими-то валенками. Один раз прикольно, но не каждый же год. Вот сейчас смотрю, нарядили по-другому. Маски театральные. Прикольно. Ну, по крайней мере, хоть по-новому. Я сейчас была в фикс-прайсе около метро. Частина антижира. Я сейчас была в фикс-прайс. Антижира не было, который я всегда покупаю. Был какой-то новый. Я брать не стала, пошла по направлению к другому фиксу. Но сейчас думаю, что пойду домой, потому что у меня есть ашановское средство. Я его брала совсем для других целей, и так им и не воспользовалась. Уже где-то год лежит. Поэтому, что оно место занимает, как минимум попробую воспользоваться. Ну, не понравится, значит, завтра пойду и куплю антижир, может быть, в главном фикс-прайсе. Вот это средство я имела в виду. Я пока не могу о нем ничего сказать, так как, в общем-то, им и не пользовалась. Я его не планировала и не рассматривала как средство вот, для кухни. Именно брала, чтобы в подъезде у нас на этаже около лифта помыть полы, потому что у меня как-то собака странно реагировала тогда. Но в итоге я так ничего и не сделала, и оно уже, наверное, около года стоит. Поэтому сегодня расскажу, потому что я периодически, когда вот под раковиной разбиралась, думала, что надо использовать, ну и все забывала. Ну а раз тут сложилась такая ситуация, то хоть попробую, может оно хорошее, ну а плохое, значит, буду знать. Вообще, я по своему опыту, что сталкивалась с бытовой химией от этой марки, могу сказать, что мне не понравилось. Вот что касается продуктов питания, косметических средств, меня все устраивало. Что касается вот всяких таких, я пробовала для туалета. Знаю, что его хвалили, это средство, но мне не понравилось, несмотря на то, что у меня туалет в прекрасном состоянии. Но мне не понравилось. Вот не смогла я с ним подружиться никак. Хотя стоила тогда вот большая бутылка, там 34 рубля, по-моему, или 38. Это очень привлекательно было. Но я потом дала второй шанс, но поняла, что нет. Лучше заплачу чуть дороже, там фикс-прайс за антиржавчину. У меня ее нет, но, повторюсь, очень все равно, ну как-то, ну не знаю, мне больше нравится. Потом я брала средства для стекол и зеркал по прямому назначению продукта ни о чем. Я его стала разводить с водой и протирать столешницы. Для этого неплохо подошло, но, правда, тряпка окрашивалась в голубой цвет. Слава богу, отстирывалась. Ну и как бы, ну вот тряпки для пола мне нравятся разве что. Ну там всякие мешки для мусора, этого неплохо, кстати. Ну, не знаю, там, туалетная бумага нормальная, без втулки, платочки вот эти бумажные, неплохие. Косметика хорошая. Кстати, жидкость для мытья посуды была. Раньше бутылка 16 рублей стоила. Где-то последние полгода, наверное, ну, может, чуть меньше, вздорожала почти до 70. Конечно, жесть. Но нормальное средство для меня, так как у меня нет жирной посуды, и хватало мне его на месяц. В целом, как бы нормально. Из косметики вот я пробовала, что мне не понравилось, это кусковое мыло, а все остальное хорошее, в общем-то. Ну, насчет вот с бытовой химией что-то у меня не срослось. Ладно, сейчас я попробую и расскажу вам.
Сейчас расскажу про это средство, свои впечатления. Ну, в принципе, ну, во-первых, я ждала, что будет плохой запах. Оказалось, что запах, во-первых, не яркий, во-вторых, вполне себе даже приятный. Во-вторых, все отмыло. Ну, у меня нету никаких жировых пятен, просто бытовые кухонные такие загрязнения, когда что-то готовишь, схватилась там руками, бывает там то в муке, то еще в чем-то. Ну, вот когда тесто делаешь, что-то в этом роде. Все отмылось замечательно, быстро. Это мне понравилось, даже не ожидала. Но единственное, что мне показалось, что это средство смыло водой, все равно посуда пахла немножко. И я перемывала уже жидкостью для мытья посуды. Но это в любом случае надо делать. И тут я не знаю, может быть, я как-то себя накрутила, но мне, не знаю, какой-то, хоть я мыла все в перчатках, и перчатки, ну, нормальные, качественные. Ну, не знаю, мне почему-то показалось, что пока я мыла, то у меня одна рука, то другая защипит. Нет, скорее всего, это я так себя накрутила. Но, знаете, пока вот могу только сказать то, что я сказала. Безусловно, я доиспользую данный продукт, а уж буду покупать его дальше или не буду, я не знаю. Но вот то, что я уже успела заметить, да, отмывает нормально. Но, правда, вот я намазала на 5 минут все эти контейнеры, и, знаете, такое шипение было. Но там написано, что содержит кислоту. Сейчас буду мыть стекло. Достала пылесос. Сейчас буду уже мыть духовку с его помощью. Вы знаете, мне вообще, я все-таки не буду, скорее всего, покупать данный продукт еще раз. Мне некомфортно с ним убираться. Во-первых, все-таки какая-то легкая аллергия есть, даже без соприкосновения. Вот. Потом, ну вот смотрите, я намазала обратную сторону сковородки. Бывают варианты хуже. У меня, в принципе, не так все плохо, потому что я с антижиром всегда все промываю. Не справилась. Сейчас я мыла вот с этой стороны и с той стороны просто зеркало, потому что мне еще сейчас предстоит вот здесь помыть, но здесь я буду другим средством мыть, тут вообще надо просто протереть. Но суть в том, что... Так. Угу. В принципе, я помыла. Но, да, вот то, что беленькое видно, это, ну, направляющие для решеток. Это я просто сейчас сама посмотрела, думаю, господи, что это такое. В общем, я вымыла стекло с той, с другой стороны. Но мне пришлось применять абразивную губку, потому что средство не справилось. Знаете, для бытовых легких вот этих целей, там помыть контейнеры, да, можно. Но, опять же, я стремлюсь сейчас к минимализму, я не хочу 100 средств. Мне проще купить вот антижир, антиржавчину, да, там, не знаю, для ванны, может быть, средства, потому что у меня акриловая ванна. Ну, для мытья полов. То есть вот как-то так по минимуму. Я не хочу 100 средств иметь, понимаете? Мне не надо. Поэтому что-то я недовольна. Но это я использую, раз купила. Ну, а теперь принялась за саму духовку. Я тут уже потерла средством и теперь смываю его водой. Вообще, конечно, пылесос здесь вот незаменим. Вот посередине это как прогорает, так краска. То есть это не грязь. Так что удобно. Верх стеллажа у меня как прикроватная тумбочка, поэтому я вот там буду разбираться. Обычно у меня там всегда порядок, но когда я тут делала всякие перестановки, я книжки туда некоторые сложила. Вот сейчас думаю, что надо там разобраться, все расставить. И также зона вот под компьютерным столом. Здесь и принтеры, и сканеры, и вообще всего полно, все навалено. Поэтому тоже надо разобраться, протереть пыль. Вот, и еще под... этим шкафчиком. Поехали за заказом. Красота.
В общем, я моющим пылесосом собрала пыль, побрызгала антисептиком. Правда, надо системный блок еще помыть, но я вообще сюда не заглядываю, потому что ничем не пользуюсь. Это принтер цветной, потом черно-белый, ну и сканер, но всем этим я вообще практически никогда не пользуюсь. Решила немножко переставить. Я, правда, не совсем поняла, как вот эту штуку снять. Она вроде закреплена, чтобы протереть пыль. Ну ладно, немножко все равно протерла. Уже другой день. Я только встала. Сейчас 7:36. И я пью воду пока что. Сейчас буду выбирать маску для лица, какую сделаю. Вот эту маску выбрала от Консли. А потом буду делать патчи еще под глаза. Сейчас умоюсь, сделаю маску. И потом буду снимать занавески. Но я не во всей квартире буду, не во всех 3 комнатах. Я сниму в 2 комнатах. Ну, там в балетном зале, потом в своей комнате, где я раскрашиваю. В гостевой не буду, так как там, ну, оставлю это на весну. И на кухне сниму. Постираю, повешу. Еще нужно будет помыть полы, ну, позавтракать, накраситься, собраться. И потом поеду проводить занятия. А потом надо еще по возможности либо идти, либо ехать. Хотелось бы прогуляться, но вчера была совершенно жуткая погода. Вот, поэтому, не знаю, может быть, просто уже поеду после занятия в авиапарк. Нужно будет зайти в Летуаль, потому что у нас в районе полно магазинов этих летуалевских, но того, что мне надо, нет в наличии, и нужно делать подарки. Вот честно, я очень люблю делать подарки, но почему-то в этом году мне прям вот, ну, настолько это все лениво, но в любом случае надо, поэтому придется ехать. Тут занавески сняла, и у меня еще такие в стирке, поэтому сейчас, когда их постираю, эти сниму, повешу чистые. Эти тоже чистые, просто вот я давно стирала, и они замялись, но я как бы, в общем, не стала их гладить, но они тут 3 недели висят, ничего страшного. Честно говоря, хоть те занавески, которые по бокам висят, мне нравились, ну, тоже нравятся, но вот так вот мне даже больше. Пока первая партия занавесок стирается, потому что в 3 захода придется стирать, я отодвинула на кухне стол, буду его мыть, стены помою быстренько. Ну, у меня до выхода еще 2 часа, поэтому что-то успею сделать. Вот такие полы я люблю, чистые. В общем, меня все устраивает. Эти занавески повесила, но они, мне кажется, тоже такие мятые, и я не знаю, отвисятся они или нет, но я их мокрыми повесила, естественно, вот видно. Вторые кухонные занавески, ну вот с ними совсем непонятно, то есть мне кажется, что я их вытащила, как видите, они жеванные, но если тюль еще точно может, ну, отвисеться, и в целом не так страшно, то эти мятые, если будут, то их нельзя так оставлять, а я как бы гладить вообще не люблю. А уж вешать и снимать занавески, это тоже неприятно. Поэтому я решила, что сейчас у меня все равно нет времени, мне надо собираться и ехать на занятия. Я вот на сушилку их вот так аккуратно разложила. Посмотрим. Приеду, если все нормально, значит, повешу. Ну, если нет, значит, буду гладить. Чё уж тут. И потом повешу. Ну, как минимум, минус одно неприятное действие. Потому что сейчас вешать в надежде, что отвисится, потом снимать, гладить, вешать. Не хочу. Вот. Но мне что-то подсказывает, что вряд ли это отвисится. У меня ученица просто предупреждала, что да, вот эти шторы
Ну, они, наверное, из других магазинов. Леруа явно не эксклюзивом торгует, но в целом меня предупреждали, что вот сейчас современные шторы имеют такой косяк. Они ни разу не... Это не советская тюль какая-нибудь, она может и не отвисеться. Это, конечно, печалька. Ну и в балетном зале теперь буду вешать. Они просто огромные. Ну, в общем-то, все равно вот эти, в отличие от кухни, более так прилично выглядят, но в целом... Не, ну эти отвисятся, это 100%. Фиолетовые 3 шторины, которые тут висят, я еще не стирала. Вернусь, постираю, а сейчас буду быстренько собираться. Кстати, в моей комнате, ну, где я раскрашиваю, вот там шторину вот эту вот, ну, типа тюль, тоненькую, придется явно менять. Надо посмотреть в моих запасах. Я не могла понять, почему когда-то до ремонта я с кухни выкинула и не один раз уже такие шторы. Ну, понятно, они в Леруа стоили рублей 120. Короче говоря, они не только вытягиваются, они вообще не отстирываются. То есть смотришь на них, ну как бы все чисто, ну понятно, ну пыль может на них налететь и все, и тем более в комнате. Я ж не хватаюсь грязными руками, да. Так вот при стирке эта пыль просто на них чернеет, сереет и все, и ничего не отходит. Ну, в общем, сейчас я, конечно, повешу, но, в общем, надо будет менять. Собираюсь в студию уже через 10 минут выходить. Взяла с собой, ну, понятно, коврик, тренажер. Вот этот тренажер ученица попросила купить. Термос взяла, там вкусняшки. Ну и, в общем, как-то так. Приду, буду убираться дальше, потому что здесь я вчера вот убралась, где собиралась. Ну, теперь надо полы. Уже в студии. Погода вроде более-менее нормальная, так что иду до ЦСКА пешком. Это Зарядье. Тут я еще не снимала, то есть ходить мы ходили с Андреем, но я даже не знаю, может быть, летом и снимала, но сейчас вот решила здесь пройтись, такой небольшой круг сделать. Ну, на самом деле, прикольно, конечно, но ЦСКА мне нравится. Как-то это более мой любимый парк, а здесь, ну, приятно. Здесь тоже была только летом. Интересно и зимой сюда зайти. Все красиво. Тут вот мне очень место нравится, такое атмосферное. И дальше. Пришла в любимый парк. Как всегда, тут такая красота. Это рядом с туалетом, танцевальной студией. Очень красиво, конечно. Гуляю дальше. Тут вот утки. Гуляю. Ну, я уже 15,5 километров прошла. Скользко. А сейчас уже то ли я просто замерзла, долго шла, то ли к вечеру холодает. Сейчас надо чайку попить, а потом идти уже в Летуаль. Но вот я обычно люблю здесь долго гулять, но получается у меня больше дорога, чем я тут гуляю сейчас. Погуляла. Прогулка именно в парке была не очень-то длинная, но в любом случае настроение появилось хорошее. Тут красота. Решила поближе вам поснимать, но эта штука была и в том году. И сейчас пойду в Ашан и в Летуаль. Ну и елка красивая. Пришла домой. Купила вот такой набор в Летуаль для любимого. Здесь туалетная вода и 2 в одном. Гель и шампунь. Я ориентировалась, там не было тестера, но я специально ехала за этим набором. Хорошие были отзывы. Вы знаете, я сейчас его открыла. Аромат, правда, очень классный. Не дешевый, хотя стоит недорого.
абсолютно. Я еще и бонусы списала, типа приветственные. Ну, а что делать? Очень классный аромат, прям понравился. Я сейчас немножко брызнула. Могу советовать. Ну, понятно, что у всех вкусы разные, но, вы знаете, такой набор абсолютно не стыдно подарить. Ну, и сейчас он еще и по хорошей цене, и если там с бонусами, то вообще просто красота. Так что рекомендую. Там есть еще один вариант, но я взяла именно вот этот, ориентируясь там по нотам, хотя я даже уже сейчас их и не помню. А вот если по возрастанию цены поставить, там еще один наборчик, вот его не советуют. Также я взяла 2 вот таких мужских геля, тоже на подарки, но это уже не для любимого, это так, по отдельности еще там подарить другим людям. Я вообще ехала, это я уже брала в Ашане, я ехала за другим гелем. Он был в наличии, но пока я приехала, пока туда-сюда, уже разобрали. Но у этого вполне хороший аромат, тоже, в общем-то, подарить не стыдно. Вот в таких милейших упаковочках Фитобомб, 2 крема для рук. Взяла тоже на презенты, ну, на составляющие подарка. Красивое оформление, и, в общем-то, если в том году и предыдущие годы Люр нас радовали хорошими ценами, красивыми упаковками, то вот в этот раз Фитобомб, не знаю, правда, кто производитель. Фитокосметика, ну, значит, хорошая. И такие тюбики приятные. Было кое-что еще для, ну, детское, но это я показывать не буду, потому что кому, в принципе, достанется из взрослых, это как бы по видео непонятно, вот. А для ребенка будет понятно, что я купила, поэтому я, наверное, когда поеду вручать, перед этим сниму, покажу. Ну, там не то, чтобы что-то особенное, но тоже надеюсь порадовать. Потому что мне как-то немножко сложновато, но в том плане, мне кажется, такой вот возраст, когда уже и не совсем прям маленький ребенок, ну и, в общем, непонятно, что бы больше порадовало. Такой вот возраст действительно бывает, когда не знаешь, что выбрать. Ну, понятно, что там и вкусняшки, и так приятности всякие. По счастью, себя тоже не обделила. В очередной раз, второй раз уже купила отшелушивающие носочки. Я просто в тот раз взяла, они мне требовались. Вот, как он, Skin Knits или... Ну, в общем, тоже от Литуаль. Я просто помнила, что я в Литуаль брала, и мне понравилось. Но, честно говоря, я не помнила, какой именно вариант, я вообще думала, там один. А уже потом, когда стала на сайте смотреть, поняла, что вообще-то я ажиотаж брала. Вот, и там было отшелушивание, но на самом деле не настолько хорошее, и, ну, в общем, потребовалось снова, хотя прошло вот не так много времени, ну, ничего не поделаешь. Они стоили 149 рублей, но, знаете, я списывала бонусы. Ну, вообще я шла туда, в Литуаль, за вот этим набором, и мне нужно было 4 маски для лица. Я выбрала вот такие, там 4 маски по цене 2. Я изначально шла за другими, они абсолютно столько же стоили, но тут была акция, и поскольку именно эти маски, я точно знаю, что они нормальные, я не скажу, что они прям какие-то вау, но по факту вау масок я особо-то и не видела, сколько всего перепробовала. Поэтому, ну, они нормальные, их тоже не стыдно подарить, поэтому приобрела. Ну и, короче, да, еще и вот бонусы, прям очень удачненько вышло. Ну, знаете, хоть что-то удачно, хотя, по сути, я сегодня шикарно провела занятия.
шикарно погуляла, просто я тут от Ютуба письмо получила, они радостно мне сообщили, что монетизация теперь у меня будет у них, понимаете? А я всю жизнь была, я никогда напрямую с Ютубом не сотрудничала, вот. Я всегда была с партнеркой, но одна нас кинула, всех тогда, типа меньше 3000 подписчиков, но потом, ну, я, естественно, перешла в другую партнерку, она мне безумно нравится, там потрясающая поддержка, вообще замечательно, вот, очень хорошие люди, вот, ну, по крайней мере, вот мой менеджер, я очень довольна своим менеджером, вот, Юрий, ну и, короче, потом, когда у меня стало 3000, та партнерка, Аир, они меня обратно звали, но я им сказала, что как бы нет. Ну, потому что действительно, зачем оно мне надо? Вот. А сегодня я получила письмо, что типа вы теперь, ну, в AdSense, потому что вышли с партнерской программы. Я написала, спросила, они говорят, что, ну, типа, это не я что-то нажала, это как бы их руководство отключило, и не только меня. Ну, мотивация такая, что, ну, невыгодно им с нами со всеми сотрудничать, ну, потому что и монетизации, как бы, да, в России нет, вот, а зрители-то смотрят, ну, сознательные смотрят с VPN, а несознательные смотрят без VPN. И, соответственно, вот у меня, например, подписчики растут, причем сейчас достаточно так хорошо стали тьфу-тьфу-тьфу расти. Просмотры, в принципе, тоже растут. Какие-то ролики вообще выстреливают, что не ожидаешь. Но, понимаете, ну вот за счет вот того, что смотрите бесплатно, получается вот так. И я вот на своей страничке ВКонтакте я сказала, что дело не в деньгах, потому что как бы сейчас, ну, вот за год почти, да, всей этой ситуации, ну, я уже даже смирилась, что я не, как бы, считайте, ничего не получаю, потому что я до этих событий вышла на 20-30 долларов в месяц. Да, это как бы в принципе немного, но, знаете, пару статей расходов оно удается закрыть, и я считаю, что это уже можно считать каким-то доходом, помимо основного, да, заработка. А когда вот это все случилось, как раз-таки пара месяцев, и у меня там, ну, короче говоря, я получила свои 20 долларов, и с тех пор вот за это время у меня накопилось 11. И сейчас еще и Пионер окончательно все, как бы они ушли. И теперь партнерка ищет способы вообще как-то выплачивать нам, да. Но в любом случае у меня там 11 долларов. Я их, конечно, тоже сейчас не получу. Вот. Ну, а на Ютубе надо будет 100 долларов копить. Вот такие вот события. Ну, это, считайте, уже можно совсем махнуть рукой, это не доход. Поэтому, ну, на количество роликов это не будет влиять, безусловно, так как, повторюсь, если бы это было только ради денег, то я бы уже давно бы не снимала. Просто, знаете, очень обидно. И обидно и за всю эту ситуацию, и обидно за то, что все-таки вы вот так вот, ну, как бы, знаете, не смотрите через VPN. Это обидно. Ну, ладно, переживем. Хотя, честно говоря, иной раз и хочется на все плюнуть, просто, знаете, опять же, не из-за денег, а из-за уважения к себе плюнуть. Но в тот же момент я понимаю, что из уважения к себе прежде всего надо снимать, потому что я в этот канал грохнула кучу лет, кучу сил. Из неподарочного взяла всякие специи, но это я уже не домой, это я в Питер. Если я поеду, то... Вот. И еще я взяла яйца категория С2 по 42 рубля. И еще взяла такие пакеты красивые. Больше всего, ну, на подарки. Больше всего мне нравится вот этот пакет. Он такой какой-то винтажный, потрясающий. Их я больше всего взяла. Один вот такой пакетик, он тоже очень красивый, ну и такой детский.
2 вот таких небольших пакета под гели для душа, вот эти мужские. Ну, собственно, как видите, здесь и пакет, в общем, для мужчин подходящий. И вот такую красоту тоже взяла. А еще я взяла Простоквашу за 19 рублей с копейками. И мне еще, по-моему, кэшбэк капнул рубль, так что она мне досталась за 18. Пока предварительно сложила подарки, ну просто по пакетам, кому-то что. И вот эти пакеты, которые типа для мужчин, вот такой гель сложно им выдержать. То есть это что-то должно быть легкое. Вот. Короче, все разложила. Ну, я буду что-то еще туда складывать. А еще мне сегодня Тамара подарила вот такие классные нитки. 3 мотка. Я вообще очень счастлива. Так, и смотрите, вообще ничего не разгладилось. То есть я сразу вытащила из машинки, сразу вот здесь все разложила. Ну и ладно, я что-то решила, повешу. Мне без разницы, не хочу. Не буду я гладить, потому что, короче, не хочу. Ладно, это видео я буду завершать. Если оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, заходите в Инстаграм 3 семерки рыжая 3 восьмерки. Благодарю вас за просмотр. Желаю здоровья, настроения, вдохновения. До скорой встречи. Пока-пока.